Комбинация и указатели панели приборов BMW X5 E53 кузов. Первое. Указатель уровня топлива с контрольным индикатором остатка топлива. Второй. Контрольные индикаторы указателя поворотов. Третье. Спидометр. Четвертое. Контрольные индикаторы включения дальнего света и системы DSC. Пятое. Тахометр и энергоконтроль. Шестое. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Седьмое и 14. Контрольные и сигнальные индикаторы. 8. Кнопка обнуления счетчика разового пробега. 9. Индикатор проведения ТО. 10. Дисплей пробега, температуры окружающего воздуха. 11. Дисплей системы автоматической диагностики. 12. Индикатор включения передачи АКПП. И 13. Клавиша чек. В окне под номером 14 стояночный тормоз, гидравлика тормозной системы. Индикатор красный горит при поднятом рычаге включения стояночного тормоза и кратковременно при включении зажигания. При перемещении рычага привода стояночного тормоза вниз до упора лампочка гаснет. Контрольный индикатор включения стояночного тормоза размещен на панели приборов в правом углу. Если индикатор горит при отпущенном стояночном тормозе, необходимо прекратить движение и проверить уровень тормозной жидкости в бачке. При этом резко возрастет свободный ход педали. В окне под номером 4 система контроля давления в шинах. Индикатор красного цвета, одновременно звучит сигнал предупреждения о повреждении шины. Необходимо плавно остановить автомобиль, избегая при этом резких воздействий на рулевое управление и тормоза. Комбинация индикаторов. Если загорелся красный индикатор тормозной системы в сочетании с индикатором желтого цвета системы ABS и DSC, он же 4х4 X-Drive, дополнительно раздается звуковой сигнал. Система ABS, DSC и 4х4 вышли из строя. Крутящий момент передается только на задние колеса. Если в описании комбинации индикаторов индикатор тормозной системы горит желтым цветом, значит электронная система распределения тормозных сил еще сохраняет работоспособность. Индикатор необходимости пристегнуться. Индикатор красного цвета и загорается вскоре после трогания с места и горит до тех пор, пока водитель и передний пассажир не пристегнутся. Индикатор также может загореться во время движения, если водитель или пассажир отстегнулись. Пузатый дядька или надувные подушки безопасности. При включении зажигания контрольный индикатор красный загорается и гаснет. Если индикатор при включении зажигания не загорается или не гаснет после запуска двигателя, а во время движения периодически вспыхивает или постоянно горит, то это указывает на наличие неисправности в системе надувных подушек безопасности. Индикатор желтого цвета. Индикатор динамический контроль тормозной системы DBC. Индикатор загорается при повороте ключа зажигания и гаснет после запуска двигателя. Загорание индикатора системы DBC происходит в процессе резкого торможения и сигнализирует о том, что система задействована в процессе торможения. При резком нажатии на педаль тормоза эта система увеличивает тормозное действие даже при незначительном усилии на педаль. Уровень масла в двигателе. При включении зажигания контрольный индикатор красного цвета загорается и после пуска двигателя гаснет. Загорание индикатора желтого во время движения с одновременным появлением на дисплее ошибки «Проверьте уровень масла в двигателе» свидетельствует о падении уровня масла до минимума или неисправности в системе смазки. Необходимо заглушить двигатель и восстановить уровень масла. Уровень должен быть восстановлен не позднее, чем через 50 км. Если индикатор загорелся после остановки двигателя, необходимо проверить уровень масла в двигателе и, по необходимости, восстановить его. Индикатор повреждения шин. Индикатор загорается при падении давления в шинах или при повреждении одной из шин. Обнулить индикатор можно нажатием этой кнопки. Необходимо нажать на кнопку и удерживать ее до момента, пока ошибка не погаснет. Система динамического контроля стабильности DSC X-Drive. Если индикатор горит непрерывно и раздается звуковой сигнал, значит выявлена неисправность в системе DSC X-Drive. При этом стабилизирующее воздействие системы DSC X-Drive отсутствует. Крутящий момент, возможно, передается только на задние колеса. Мигание индикатора говорит о том, что система активизирована и находится в режиме регулирования крутящего момента двигателя и давления в приводе тормозов. При горении индикатора можно продолжить движение до СТО. Индикаторы зеленого и синего цвета сигнализируют о том, что необходимо принять к сведению передаваемую им информацию. Указатели поворотов.
Контрольные индикаторы мигают при включенном указателе поворотов. Если одна из ламп указателя поворотов не горит, контрольный индикатор будет мигать чаще. При включении аварийной сигнализации все указатели поворота мигают одновременно. При использовании автомобиля в качестве буксира, прицепа, имеется дополнительный индикатор. Если какой-либо из указателей поворота не работает на автомобиле и прицепе, то этот индикатор не загорается. Противотуманные фары. Индикатор загорается только после включения противотуманных фар с помощью переключателя слева от рулевой колонки. Дальний свет фар. Контрольный индикатор синий. Горит при включении дальнего света фар и мигает при сигнализации светом фар. Включение осуществляется левым верхним рычагом переключателя на рулевой колонке. Счетчик пробега. Под цифрой номер 1 счетчик общего пробега. Под цифрой номер 2 счетчик разового пробега. И под цифрой номер 3 температура наружного воздуха. Счетчик общего пробега высвечивает показания на дисплее панели приборов при установке ключа зажигания в положение 0. Счетчик разового пробега под номером 2 высвечивает показания на дисплее панели приборов или установке ключа зажигания в положение 1 или 2. При нажатии кнопки на панели приборов происходит сброс разовых показаний. Индикатор температуры наружного воздуха под цифрой 3 высвечивает показания на дисплее панели управления при установке ключа зажигания в положение 1 и далее. Если зажигание выключено, то нажатием кнопки можно вызвать индикацию температуры наружного воздуха. Единицу измерения температуры, Цельсий и Фаренгейт, можно изменить следующим образом. Необходимо поставить ключ зажигания в положение 1, нажать кнопку и удерживать ее нажатой. Перевести ключ зажигания в положение 0. При этом происходит автоматическое изменение единицы измерения температуры на дисплее панели управления кондиционера. При падении температуры наружного воздуха ниже плюс 3 градуса Цельсия раздается предупредительный сигнал о возможном гололеде, и показания температуры некоторое время мигают. Тахометр – прибор стрелочного типа, позволяет визуально контролировать частоту вращения коленчатого вала двигателя. При нахождении стрелки в красном секторе шкалы для защиты двигателя прекращается подача топлива, что сразу заметно по падению мощности двигателя. Оранжевый предупреждающий сектор зависит от температуры двигателя. По мере ее увеличения все больше сегментов этого сектора гаснет. Энергоконтроль, прибор стрелочного типа под номером 5, находится в нижнем секторе и позволяет визуально контролировать фактический расход топлива литры на 100 км. При остановке автомобиля стрелка возвращается на 0. Показания прибора позволяют контролировать расход топлива в зависимости от манеры вождения автомобиля. Указатель уровня топлива, прибор стрелочного типа под номером 1. Для проверки работоспособности прибора имеется контрольный индикатор, который загорается на некоторое время при включении зажигания. Если лампа горит постоянно, то это свидетельствует о том, что в баке автомобиля осталось около 8 литров для 6-цилиндровых двигателей или около 10 литров для 8-цилиндровых двигателей. При емкости бака 93 литра. Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя, прибор стрелочного типа под номером 6. На шкале прибора выделено два сектора, синий и красный. При нахождении стрелки в синем секторе двигатель еще не прогрелся. Движение должно происходить при умеренных оборотах и скоростях. Нахождение стрелки в красном секторе свидетельствует о том, что двигатель перегрет. Нахождение стрелки между цветными секторами соответствует нормальному тепловому режиму двигателя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи на канале. Всем пока.